Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на моем YouTube-канале, где я буду рассказывать о восточных блюдах и способах их приготовления. В основном я буду готовить в казане, на костре, на моем бакьярде, но также будет серия видеороликов, где я буду использовать мангал, кстати, который я приготовил самолично, так как в Эрии, где я живу, невозможно найти нормального качества и размера казан. Кстати, я выхожу в эфир с города Лас-Вегас, штат Невада. Погода у нас сегодня замечательная, не слишком жарко. И сегодня у нас праздник, День трудящихся, Labor Day по-местному. И я решил приготовить для вас сегодняшнее блюдо. Как вы уже догадались из набора продуктов, которые у меня на столе, сегодня мы будем готовить, пожалуй, самое известное и самое популярное блюдо в Средней Азии, Азербайджане, Иране. Это плов. Плов – очень древнее блюдо. Оно уходит своими корнями в глубокую древность. Но сегодня мы не будем разбирать его историю. И, пожалуй, приступим к приготовлению. Классический рецепт плова, который сегодня я буду готовить, ташкентский свадебный плов, включает в себя рис. Я беру арабский рис сорта басмати. Вот такой вот он рассыпчатый, длиннозерненный. Далее мясо. Баранина или говядина, в нашем случае это говядина. Морковь, лук, нут, курдюк. Ну и также специи по вкусу. Пропорции мои сегодня 4 килограмма мяса, 4 килограмма риса. Значит, масло мы добавляем миллилитров 150-200 на килограмм риса. Нут грамм 300-400. Также мы добавляем бараний курдюк, как я сказал. Морковь 1 к 1. И лук грамм 150-200. Итак, приступим. Начинаем с мяса. Пока я его режу, подписывайтесь, дорогие друзья, на мой канал, ставьте лайки и также свои комментарии. Мне будет очень интересно почитать. Мясо я нарезаю большими кусками, так как лично я считаю, что в больших кусках сохраняется больше сока, мясо становится более мягким и вкусным. Куски у меня приблизительно вот такого размера. Они кажутся на первый взгляд большими очень, но поверьте мне, оно будет очень мягким и сочным. Далее переходим к нарезанию лука. Лук обязательно нарезаем полукольцами, не слишком большими и не слишком маленькими. Он в любом случае растает во время приготовления плова. Лук придаст плову цвет и аромат. Дальше приступаем к нарезанию нашей моркови. Морковь нарезаем соломкой. В отличие от лука, морковь не растает. Какая-то часть, конечно же, растает, смешается с соком, мясным соком, но нам необходимо сохранить морковь в плове. Нарезаем наш курдюк. Курдючное масло, которое вытопится с курдюка, смешается с маслом растительным и будет очень вкусно. Нарезаем кубиками. Приблизительно вот такого размера. После того, как мы все подготовили, можно приступать к приготовлению нашего плова. Одеваю свой головной убор в обязательном порядке и выходим на наш бэк-ярд. Для приготовления плова, дорогие друзья, не только необходимо уметь готовить плов, но также правильно обращаться с огнем.
Курдюк. На дно казана. Выпариваем, вытапливаем наш курдюк. Огонь при этом должен быть не очень сильным. Курдюк можно много не мешать. На дне казана он сейчас начнет вытапливать все масло свое. Обратите внимание на огонь. После того, как наш курдюк отдал все свое масло, необходимо его убрать. Добавляем масло. Заодно смазываем стенки казана. Как мы добавили масло, как я и говорил ранее, необходимо добавить огонь. А говорил я о том, что постоянно нужно будет заниматься огнем. Постоянно. Проверяем температуру масла. Если мы видим характерный дымок, это значит то, что мы уже можем закидывать мясо. Начинаем забрасывать с самых больших кусков. Ни в коем случае не следует забрасывать все мясо сразу, так как температура масла резко упадет, потому что мясо выделяет соки и влагу. Поэтому мы забрасываем по одному кусочку, чтобы дать маслу успеть согреться. Перемешиваем. Большая температура масла нам необходима для того, чтобы запечатать все соки внутри мяса, как в данном случае. Посмотрите. Теперь соки никуда не уйдут, а останутся внутри мяса. Так как мясо выделяет влагу, и соль прекрасно растворяется в этой влаге. Также я добавляю зиру, так как зира прекрасно раскрывает вкус мяса. Немного, буквально 2-3 щепотки. И перемешиваю. Еще раз перемешиваем, смотрим на состояние мяса. Мясо у нас выглядит достаточно поджаренным, если можно так выразиться. Но цвет, по крайней мере, достаточно. Добавляем лук. Лук, дорогие друзья, это лучший друг мяса, по моему мнению. Соединим друзей. Лук очень хорошо дополнит вкус мяса. Насколько я вижу, цвет нашего лука уже достаточно красный. Цвет нашего плова, соответственно, будет в норме. Цвет нашего мяса тоже хорошенький. Самое время добавить сюда морковь. Морковь — это еще один друг нашего набора. Так, не будем же их разделять. Так, добавили парочку дощечек наших. И я бы хотел отметить еще раз, что цвет плова зависит в первую очередь от степени прожарки лука. То есть, если мы хотим потемнее, значит, нужно довести лук до красного цвета. Морковь я добавляю 2 этапа, так как морковь у нас обязательно растает, а нам нужно сохранить какое-то количество моркови, чтобы было в плове. Поэтому первая часть и будет вторая часть. Добавили нашу морковь, красная в моем случае. Я ее сразу не перемешиваю.
даю моркови насытиться ароматом и дымком нашего плова. Тогда она становится менее ломчатой или меньше ломается, если так можно сказать. Огонь на этапе морковки должен быть умеренным. Минут прошло, дорогие друзья, теперь можно и помешать. Сейчас у нас морковь, лук, мясо и специи, которые я добавил, женятся. У нас сегодня замечательно. Почему бы не приготовить плов? Тем более день праздничный. Так, морковка у нас мягкая. Передерживать ее не стоит. Мешаем. Как мы видим, морковка у нас сохранилась. Не ломается, не трескается. Опять же даю ей подышать. Видите, да, дорогие друзья? Пар наш. Морковка наша насыщается. Даю ей подышать, не мешаю. И еще я хотел отметить, дорогие друзья, что надо слушать казан. Не только смотреть, но и слушать. Звуки казана, они подсказывают, когда нужно мешать, когда лучше его оставить, когда нужно добавлять, когда нужно убавлять. После того, как наша морковка дошла до кондиции, я вижу, что она мягкая стала. Мой второй заход. Добавляю нут. Нут можно чуть побольше, либо чуть поменьше, либо вообще кто-то не кушает, не ест нут. Это все по вкусу. Солим. Соль можно, лучше с солью не перебарщивать, всегда можно добавить. Но также хотел отметить, что зирбак должен быть чуть-чуть пересоленным. Поэтому рассчитывайте, дорогие друзья, сами. Щепотку черного молотого перца для аромата. Ну и зира, конечно же. Аромат наш стоит на всю округу. Бедные соседи. Хотя мы угощаем и соседей, и друзей. Приучаем к нашей культуре, к нашим традициям, к нашим блюдам многовековым. Добавляем чеснок. И заливаем все это дело водой кипяченой. Аккуратно разливаем по краям. Вода у меня кипяченая, обязательно фильтрованная. Количество воды, необходимое для зирбака, ну, приблизительно вот так вот. Можно, чтобы чуть-чуть покрывало, можно, чтобы чуть-чуть не покрывало. Ну, приблизительно вот такое количество воды достаточно для зирбака. Оставим все это дело томиться на очень маленьком огне. Проверяем огонь. Если слишком много, я вижу, он начинает булькать очень сильно. Поэтому убираем. Закрываем для того, чтобы меньше кислорода поступало и, соответственно, огонь убавится. Дорогие друзья, прошло полчаса, даже 35 минут. Кипеть должен где-то вот таким вот образом. Не сильно. Пробуем на соль. Соли, мне кажется, чуть-чуть маловато. Поэтому я добавлю соль. Буквально 2 щепоточки. После того, как мы добавили соль, необходимо подбавить огоньку, так как пришло время забрасывать рис. Так, наш зирбак начал кипеть. Огонь у нас разгорается потихонечку. Берем наш рис и идем мыть. Моем обычной проточной водой.
Смываем всю пыль, возможно, какая-то грязь с поверхности риса. Мою раза 3-4. Так, это мой 3-й раз. Вода уже значительно чище. Рис я не замачиваю заранее, так как этот сорт риса впитывает очень быстро влагу и воду. Поэтому я его не замачиваю, просто мочу перед употреблением. Сливаем оставшуюся воду. Такие сорта риса, как Дивзира, замачивают где-то за час до приготовления. Солят. Но конкретно этот сорт, он не требует замачивания заранее, так как он впитывает воду очень быстро и становится рыхлым. Плов получается липким. Нам это не надо. Проверяем огонь. Подбрасываем дровишек. Пробуем еще раз на соль. После того, как я добавил. Скорее всего, я добавлю еще чутка. Приступим к выкладке риса. Рис мы не забрасываем сразу все целиком, чтобы рис у нас распределился по поверхности казана равномерно. Если его высыпать все сразу, то где-то он будет глубже, где-то меньше. Нам этого не надо. Выложили рис и таким вот образом распределяем его по нашему казану. Наш рис добавляем воды, но перед этим необходимо рис немножко подсолить. Тем самым получится более рассыпчатым. Также добавляем зиру. Я ее растираю. Таким вот образом. Еще немного. И добавляем воду. Воду добавляем не слишком много. Всегда можно добавить воды, если маловато. Но невозможно будет убрать, если добавили слишком много. Вода у нас кипяченая. Такая же, как и в зирбаке. Друзья мои, что сейчас происходит? Сейчас наш зирбак будет подниматься в виде пузырьков наверх, будет проходить через каждую рисинку, тем самым насыщая наш рис вкусом зирбака. Сейчас весь вкус, запах и аромат нашего зирбака передастся к нашему рису. А мы добавляем огонька. Необходимо обеспечить хорошее горение и кипение воды. Одновременно помешивая. Так, по ходу дела мы проверяем уровень воды. Пока есть, и помешиваем наш рис. Запах очень вкусный. Запах костра, запах плова. Так, рис перемешали, снова выравниваем. Убедились, что вода пока есть снизу. Выравниваем и ждем 5 минут. Ну, может быть, даже меньше. Не забываем проверять наличие воды в казане. Напоминаю, что огонь должен быть приличным, чтобы вода кипела, а рис готовился. Снова проверяем. Я вижу, что вода у меня уже выкипела. Почти. Пробуем на готовность риса.
моем случае рис должен быть готов на 50%. 50-60. Так и есть. Собираем наш рис в блоку. Дальше мы будем его томить. Что вы видите по бокам, это у нас масло по большей степени. После того, как собрали, разравниваем, разглаживаем. Да, дорогие друзья, возле казана нужно будет попотеть в прямом и переносном смысле во время готовки плова. Делаем отверстие для того, чтобы пар выходил равномерно и пропарил наш рис. И накрываем это крышкой на 15 минут. После того, как мы накрыли его крышкой, крышка именно должна быть такой формы, для того, чтобы влага собиралась под нашей посудой и в виде конденсата спускалась обратно на рис, тем самым доводя его до готовности. Огонь необходимо уменьшить до самого минимума. Если мы видим, что у нас есть горящие дрова и прочее, надо его убрать. Закрываем крышку нашу, чтобы не поступал кислород, тем самым уменьшить горение. Приготовление вкусного салата нам необходимы овощи, конечно же. Пока готовится наш плов, мы приступим к нарезке традиционного салата, который обязательно подается вместе с пловом на стол гостям. Чем тоньше нарежем, тем будет лучше. Помидор очень сочный, будет очень вкусный салат. Нарезаем огурцы. К этому салату обязательно подается зеленушка с нашего весеннего, осеннего набора. Предварительно все это я помыл и приготовил. Следующий у нас на подходе следующий вид зелени. Запахи, конечно. Все свежее, зеленое. Аппетит уже разыгрался. Все это подмешаем к нашим помидорам и огурцам. Немножечко поперчим. Буквально щепотку. Далее солим. Также щепотку. Оставляем на 5 минут. Прошло 15 минут. Проверяем наш рис.
Будьте осторожны при открытии крышки, может ошпарить паром. Перемешиваем. Здесь у нас рассыпчатый, как мы и хотели. Снова собираем бугорок. Выравниваем. Пробуем на вкус. Да, надо еще подержать минут 10. Снова закрываем крышку. Проверяем огонь, температуру. Ничего не горит, и я чувствую, жар идет. Нам этого достаточно. Но на этот раз мы оставим открытой крышку, чтобы насытить кислородом. Прошло у меня 5 минут. Я нарезал лук, замочил его предварительно в воде. В воде я замачиваю для того, чтобы убрать остроту с лука. Сливаю водичку. Добавляем лук в наш салат. Также я добавляю оливковое масло. И все это дело нужно перемешать. Вот такой вот салат у нас получился. А мы ждем плова. Запах, как всегда, восхитительный. 15 минут прошли. Дорогие друзья, открываем наш казан. Но прежде чем мы это сделаем, обратите внимание на это небо. Оно очень голубое. Всем, у кого сейчас пасмурная погода, я желаю такого же голубого неба, яркого солнца над головой. Приступим. А также у кого сегодня мысли, чтобы приготовить родным и близким, я думаю, идея ясна. Опять же, хочу обратить на ваше внимание, прежде чем открывать, убедитесь, что вы не ошпаритесь паром. Посмотрите, какой рассыпчатый рис. Какой аромат. Я думаю, он у нас получился. Пора накладывать. Вторая. Сегодня мы угостим наших соседей и друзей. Плов я не перемешиваю, в смысле рис с зубаком. Данная подача называется самаркандская. Достаем мясо. Чеснок. Судя по тому, как оно протыкается, оно очень мягкое. И очень сочное. Третий чесночок. И еще мясо. И четвертый. Также по вкусу можно добавлять чили, перец. Но по какой-то неведомой мне причине сегодня я это не сделал. Время зербака в нашу тарелку для соседей.
Следующая тарелочка для друзей. Аромат стоит на всю округу. Добавим чуть-чуть нашего маслица. Совсем чуть-чуть. Приступаем к нарезке мяса. Посмотрите на это мясо. Оно просто тает. А жир. Дорогим друзьям и соседям. Не забываем про чеснок. Это мясо можно кусать губами. Чеснок. Вокруг укладываем наши куски мяса. У нас получился сегодня плов, дорогие друзья. Угостим соседей, друзей. Тем более сегодня у нас Labor Day, официальный выходной день, один из немногих. Я думаю, соседям и друзьям понравится. Подписывайтесь на мой канал, ставьте комментарии, лайки. Мне это очень будет полезно услышать вашу обратную связь. Готовьте с удовольствием, дорогие друзья.